Главные новости сегодняшнего дня. Трагедия произошла в столице Узбекистана. Погибла известная российская журналистка Инесса Поперная. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом в гостиничном номере. По одной из версий, отравление могло произойти болотным газом, который мог попасть в номер гостиницы через вентиляционную шахту после чистки бассейна. Праздничное событие произошло у члена комитета известного актера Евгения Сидихина. У Евгения Владимировича родилась дочь, назвали Инной. Евгений Сидихин не только борец за справедливость, член комитета и замечательный актер, он еще и многодетный отец. У Евгения Владимировича 6 дочерей. Сотрудники команды Никиты Михалкова, Яна Поплавская и актер Алексей Нилов провели глобальную антикоррупционную проверку в столице Башкортостана, городе Уфе, и выявили серьезные правонарушения в социальном обеспечении жителей города. В частности, Яна Поплавская и Алексей Нилов потребовали призвать к ответу некоторых представителей жилищно-коммунальных услуг, которые нарушили свои обязательства перед людьми, вовремя не дали отопления в некоторых районах города, что привело к печальным последствиям среди населения. В данном вопросе Яне Поплавской и Алексею Нилову оказали большое содействие представители местного филиала антикоррупционного комитета. Также к месту происшествия выехал первый заместитель организации актер Александр Домогаров. Известному советскому и российскому актеру Михаилу Ефремову, который на данный момент находится в местах лишения свободы по делу о трагическом дорожно-транспортном происшествии, отказали в досрочном освобождении и отправке на спецоперацию. По данным экспертов, в ближайший Новый год Михаил Ефремов встретит в местах лишения свободы. Он не будет досрочно освобожден, несмотря на тяжелое состояние здоровья. К слову сказать, что несколько дней назад у Михаила Ефремова была диагностирована сердечная и дыхательная недостаточность. Накануне вечером команда Никиты Михалкова и Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным провели одну из самых глобальных проверок и арестов за последний год среди народных избранников, депутатов Думы, которые нарушили свои обязательства перед избирателями. В аресте принимали участие не только органы полиции, но и представители антикоррупционного комитета, такие известные артисты, как Сергей Никоненко и Максим Дрозд. Помимо этого, ниже упомянутым артистам помогали представители местных филиалов антикоррупционного комитета. Всего за вчерашний вечер было арестовано 16 депутатов в городах Москве, Волгограде и Нижнем Новгороде. Некоторых депутатов арестовали прямо с поличным. У народных избранников при обыске были обнаружены солидные финансовые суммы, а также многочисленные доказательства, что они получали взятки в особо крупном размере. Дело о аресте депутатов взяли под личный контроль Следственный комитет и прокуратура Российской Федерации. Из личного зоопарка известного певца Филиппа Киркорова пропал 10-летний слон по прозвищу Кузя. Еще в 2017 году в Подмосковье Филипп Бедросович Киркоров построил свой личный зоопарк, приобрел экзотических животных. Данное заведение в первую очередь предназначалось для посещения друзьями певца и его родственниками. Однако вчера утром появилось печальное сообщение. Во время уборки зоопарка одна из уборщиц забыла закрыть клетку, где находился 10-летний слоненок. Стало известно, что 10-летний слон по имени Кузя воспользовался этим фактом и ушел в неизвестном направлении. На данный момент ведутся поиски слона. Сотрудники зоопарка сильно обеспокоены тем фактом, что необычные климатические условия могут пагубно отразиться на здоровье Кузи.
По словам Филиппа Бедросовича Киркорова, слоненок Кузя очень миролюбивый и сразу отзывается на свое имя. На загородной даче известного советского и российского актера Эммануила Виторгана произошел взрыв газа. По данным прессы, причина трагедии – неправильная эксплуатация соответствующего оборудования. По счастливой случайности сам актер Эммануил Виторган и его семья во время чрезвычайного происшествия находились на прогулке за пределами загородных участков. На актера Эммануила Виторгана будет открыто административное дело по причине того, что известный актер вовремя не предоставил дачу для соответствующей проверки. Пресс-служба комитета сообщает трагические новости о члене организации и легендарном композиторе Александре Пахмутовой. Несколько дней назад появилась информация, что состояние здоровья Александры Николаевны после нападения улучшилось, и известного композитора даже выписали из реанимации. Однако, к сожалению, это оказалась преждевременная радость. Сегодня ночью состояние здоровья Александры Пахмутовой резко ухудшилось. 94-летняя артистка часто теряет сознание, у нее наблюдаются провалы памяти и повреждения внутренних органов, которые она получила при нападении несколько дней назад. В минуты просвета сознания Александра Николаевна абсолютно не узнает окружающих ее людей и не помнит произошедших событий. Помимо этого, Александра Пахмутова пока по неизвестной причине кардинально изменила свои прежние показания полиции. Теперь Александра Николаевна утверждает, что нападение на нее совершил вовсе не Прохор Шаляпин, а абсолютно другой человек, который незаконно проник в ее квартиру. Следствие пока теряется в показаниях Александры Пахмутовой, но рассматривает две версии. Версия первая. Александра Николаевна таким способом хочет пожалеть Прохора Шаляпина и спасти его от тюрьмы. Версия вторая. У Александры Пахмутовой серьезные проблемы с памятью, и она просто не помнит произошедшего события. Напомним, что по первоначальной версии полиции несколько дней назад певец Прохор Шаляпин, который находился в неадекватном состоянии в гостях в квартире у Александры Пахмутовой, нанес композитору несколько ножевых ранений, после чего Александра Николаевна оказалась в реанимации. Семью известной российской певицы по имени Глюкоза оштрафовали на 73 миллиона рублей за незаконные коммерческие операции, связанные с земельными участками в Подмосковье. Стало известно, что певица Глюкоза, ее супруг и семья за последний год приобрели несколько земельных участков по очень низким ценам, не уплатив налоги. Теперь, помимо многомиллионного штрафа, семье певицы Глюкоза грозит возбуждение уголовного дела. Сегодня рано утром в Италии на 60-м году жизни скончался бывший известный российский телеведущий каналов НТВ, ОРТ и ТВ-центр Андрей Егоршев. Андрей Егоршев закончил свою телевизионную карьеру в 2015 году, после чего занялся бизнесом и переехал в Италию. Что стало причиной смерти телеведущего, пока неизвестно. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.